Всем привет! Кто не подписан, подписывайтесь и не забывайте ставить лайки. Сегодня у нас на сборке Sherman M4A3 от Звезды в 35 масштабе. Согласно инструкции, сборку начинаем с башни. Для начала отделяем все от литника и начинаем склеивание всех деталей. По ходу сборки башни немного будем использовать элементов фотоотравления. Так как танк у нас из предзаказа, то ствол у нас идет в комплекте металлический. Люки устанавливаем без элементов остекления. По ходу сборки их установим после. Откладываем башню в сторону и приступаем к сборке корпуса. Соответственно, все крупные элементы отделяем от литника и начинаем зачищать и склеивать между собой. Для большей надежности стыки элементов проходим внутри с помощью клея. Чтобы конструкция не гуляла, не забываем устанавливать усиливающие перегородки. Приклеиваем заднюю часть корпуса и на эту заднюю часть не забываем приклеить выхлопные трубы, а также дверцу люка. Затем переходим к передней части и тоже ее спокойно приклеиваем. Стыкуемость хорошая, проблем не должно возникнуть. Затем собираем воздухозаборник для радиаторов. Элемент тоже несложный, по цепочке собирается одна деталь за другой. И уже потом финишно приклеивается к элементам радиаторов. Нашу готовую конструкцию с радиаторами можно уже устанавливать на корпус танка. Вот так потихоньку добрались до верхней части корпуса. Также наклеиваем все элементы один за другим. Здесь стыкуемость опять же очень хорошая, затруднений не должно возникнуть. Вентиляционные решетки устанавливаю из фотоотравления. И по ходу сборки пробегаемся по мелким предметам, это в основном ручки и дуги защиты корпуса фар. На нижнюю часть корпуса устанавливаем крылья. И тем самым мы подготовили корпус к стыку двух половин. По периметру проходим клеем и аккуратно прижимая со всех сторон склеиваем. Затем собираем полочку для задней части танка для перевоза разной утвари. Полочка может быть как в собранном виде, так и в откинутом. Я собираю в откинутом состоянии и при этом использую элементы фотоотравления, которые имитируют ремни. Доклеиваем недостающий элемент на брызговике с обоих сторон. На переднюю часть танка устанавливаем опору. Она используется только при транспортировке танка. Затем устанавливаем буксировочные проушины и боковые зеркала заднего вида. Хотя зеркала лучше устанавливать в последнюю очередь, их легко сломать. Из подвески я только склеил в единое целое ведущие звезды, все остальное будет собираться отдельно и уже покрашено. Все элементы подсобраны и подготовлены к грунтовке и покраске. Грунт я использую белый от фирмы Pacific. Загрунтовываем корпус, башню, элементы подвески и все остальные дополнительные элементы. Катки я крашу отдельно друг от друга, причем они разобраны. При этом я их предварительно приклеил на скотч, чтобы они не улетали. Все элементы я крашу в базовый оливково-серый цвет от фирмы Pacific. На катках бандажей я решил окрасить тоже с помощью аэрографа. Использую легкое напыление в несколько заходов. Кромку бандажа прохожу тоже с помощью аэрографа. После высыхания краски можно приступать к сборке катков и элементов подвески. Катки устанавливаем на ось коромысла и закрываем такой же частью с противоположной стороны. Тем самым получаем готовый элемент и можно его спокойно наклеивать на корпус танка. И только после этого я могу спокойно приступать к сборке гусениц. Гусеницы я условно разделил на две части. Тем самым закругление от ведущей звездочки до натяжного катка и нижняя часть будет единым целым.
А уже верхний и остальной элемент, который на опорных катках, будет уже второй частью. Ведущая звезда и натяжной каток не приклеиваются. После того, как все элементы подогнаны друг к другу, можно спокойно снимать эту гусеницу и приступать к покраске. Сначала гусеницу грунтуем в белый цвет от Pacific. После высыхания грунтовки окрашиваем в цвет вороненую сталь. Пока гусеницы у нас высыхают, приступаем к нанесению декалей. Декали я решил наносить не на лакированную поверхность, а просто на краску, так как краска глянцевая легла очень хорошим ровным слоем. Гусеницы у нас высохли, и смело можно приступать к сборке их на корпус танка. Установку начинаем с ведущей звезды, а затем протаскиваем верхнюю часть гусеницы и приклеиваем на ведущей звезде. А затем на натяжном катке завершаем установку. За кадром я нанес глянцевый лак и приступил к нанесению смывки. Решил было нанести с помощью масляных красок следы эксплуатации. При этом итоговый результат мне не понравился, какая-то получилась размытая каша, поэтому все решил смыть полностью. В этом мне помог White Spirit. С помощью той же масляной краски решил просто высветлить некоторые элементы танка, а потом уже на всю оставшуюся поверхность нанести пыль. Ну и финишная часть сборки — это приклеивание всех навесных дополнительных элементов. Троса, ключи, топоры, ну и так далее. И только после этого наносим финишный матовый лак. Так как с Алиэкспресса мне пришли сенсорные кнопочки, то решил оснастить модель подсветкой. Заранее не предусмотрел, что перегородка будет мешать прокладке провода, поэтому пришлось маленечко профрезеровать отверстия. Затем прокладываем провода, испытываем сенсорную кнопочку. Обязательно изолируем соединение. А установить кнопочку в корпус танка нам поможет великий пластилин. А уже сверху можно скрепить все термоклеем. Устанавливаем башню и готовая модель. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всем пока!